Сейчас никого не удивить онлайн-режимами в современных играх. Это уже обыденность нашего времени. Той же GTA Online в этом году исполнится 10 лет с момента запуска. GTA 5 можно считать первой игрой в серии с полноценным, официальным, масштабным онлайн-режимом. Даже не думайте писать про самп. Знающие же игроки возразят, а как же GTA 4, ведь там тоже был онлайн-режим. Точнее, там этот режим именовался как сетевая игра, что по сути одно и то же. И да, я с вами полностью согласен, сетевая игра там была. Впрочем, это уже совсем другая история. В этом видео я попробую разобраться, почему же мы так и не увидели полноценный режим GTA Online, но в рамках такой великолепной игры, как GTA 4. Ведь с ее технологиями и живым открытым миром могла получиться очень классная онлайн составляющая, но что-то пошло не так. Устраивайтесь поудобнее, готовьте чай и давайте приступим к разбору столь интересного вопроса. А перед просмотром хочу порекомендовать Case4Gamers. Это все те же ребята из DivMark. Здесь вы можете приобрести игры для самых разных платформ и сервисов, таких как Steam, GOG, Epic Games, Origin и даже игры от Rockstar Games. Также здесь есть карты пополнения, консольные игры, можно приобрести различный софт и валюту для игр. Здесь много отзывов у магазинов, удобный поиск, а также много вариантов оплаты. Благодаря вышеперечисленному каждый сможет найти здесь игру или ПО по душе. А с моим промокодом вы получите скидку в 10% на покупку. Переходи по ссылке в описании за классными играми в Case4Gamers. Но для начала нужно вообще понять, что из себя представлял сетевой режим в GTA 4. В четверке сетевая игра была реализована в виде разных режимов игры по типу работы на мафию, угона транспорта, гонок, режимы команды против команды, копы против бандитов и так далее. Довольно стандартные виды сетевых режимов для тех лет, где разные только названия режимов, но не сама суть. Максимальное количество игроков в сессии достигало 32, как и в GTA Online. Там тоже максимум 32 игрока в каждой сессии. А набор для разных противостояний и миссий происходит из разных сессий. Почему так, нахуй? Но почему так мало, спросите вы? Уёба! Ведь в сампе максимальный лимит установлен в 1000 слотов на одном сервере. То есть одновременно на одной карте в самп может бегать до 1000 реальных игроков, что и делает его таким популярным и по сей день. Почему же в GTA 4 ограничились отметкой в 32 игрока? Вопрос хороший, прямой ответ на который получить вряд ли получится. Стоит лишь только догадываться, возможно разработчики не видели смысла делать больше игроков для тех режимов, которые они ввели в сетевую составляющую GTA 4. Или же все дело в технических моментах, что кажется достаточно странным, но если вспомнить все технические огрехи четверки с оптимизацией, то такой вопрос отчасти можно рассмотреть. И еще одна из логичных причин это то, что разработчики просто боялись большого наплыва разного рода игроков на сервера, в том числе и не очень честных. А чем меньше игроков, тем легче все контролировать, но это я так думаю. Проще говоря, они могли опасаться нестабильной работы мультиплеера в и так не самой стабильной игре серии Grand Theft Auto. Но все эти догадки не отвечают на самый главный вопрос, почему же мы так и не увидели GTA 4 онлайн. Увы, никто уже и никогда не даст нам внятного и правдивого ответа на этот вопрос. Что мешало рок-звездам сделать по аналогии с GTA 5, то есть выпустить онлайн позже? Я думаю, никто бы их за это не стал обвинять и хейтить. Они вполне могли так сделать, и у них даже был очень хороший момент для этого. GTA 4 получилась слишком технологичной и сложной для своего времени. К этой игре не был готов рядовой пользователь в момент ее выхода, как и, вероятно, сами Rockstar. Как бы это странно ни звучало. Возможно, они планировали подобие GTA Online в четверке, а может и нет, ведь в 2008 году хороший интернет хоть уже и был достаточно распространен, но все же, как мне кажется, не был так хорош для игры с таким обилием трафика. Плюс палки в колеса вставляла плохая оптимизация, и Rockstar смекнули, что большой онлайн режим, вероятно всего, не будет пользоваться большим спросом, в связи с тем, что игроки пока к такому просто не готовы, по большей части с технической стороны. И именно поэтому GTA 4 так и осталась без полноценного масштабного онлайн режима, который игроки увидели лишь в следующей части GTA. Я думаю, что все это можно было изменить, ведь спустя более чем через год, в октябре 2009 года, Rockstar выпустили эпизоды, которые, как по мне, еще больше недооценены, чем обычная GTA 4. С выходом эпизодов можно было докрутить и более совершенный мультиплеер, но вероятно уже тогда Rockstar догадывались, что GTA 4 в связи с немалыми проблемами и отсутствием
отсутствием разного рода геймплейных наворотов будет не такой массовой, как та же GTA San Andreas, в которую, между прочим, и по сей день играет немалая часть GTA движения. До сих пор есть немалое количество игроков, которые считают GTA 4, откровенно говоря, проходной игрой, не заслуживающей их внимания. Конечно, я таких людей искренне не понимаю. В общем, если коротко, то GTA 4 не получила свой онлайн-режим из-за своей сложности, мягко говоря, хреновой оптимизации и не очень высокой популярности. Эта игра максимально серьезная, и всякий угар с лазерными пушками, летающим транспортом и многими другими элементами, которые можно встретить в GTA Online, смотрелись бы в четверке, мягко говоря, нелепо. Ну и последним гвоздем в гробу сетевой игры GTA 4 стал 2020 год. В начале года из онлайн-магазинов убрали оригинальную версию GTA 4 без каких-либо объяснений, взяли и убрали. Но спустя пару месяцев она вернулась, но не без изменений, вот только изменения были совсем не положительные. Во-первых, из игры вырезали кучу разной музыки с радиостанций, что, кстати, Rockstar уже ранее делали. Помимо музыки из игры тупо вырезали возможность играть по сети, то есть и без того не сильно-то жирный мультиплеер просто снесли, и гори оно все синим пламенем. И отныне игра стала называться GTA 4 Complete Edition, в которую входят теперь и оригинальная игра, и эпизоды. Единственный, кто мог нормально играть в сетевуху в GTA 4, это консольщики. Там онлайн держался действительно на довольно высоком уровне, и даже еще пару лет назад я находил на форумах темы, в которых игроки активно обсуждали мультиплеер четверки, и не менее активно в него рубились, но естественно все это было на забугорных форумах. Ну и конечно же среди тех олдовых игроков, у кого имеются консоли 7-го поколения, ведь Rockstar не позаботились портировать четверку на Next Gen. Тут, кстати, можно вспомнить количество портов пятерки на консоли. Ну и конечно же все дело в коммерческой выгоде проекта. GTA 4 не стала супер успешной, и по этой простой причине Rockstar были никак не заинтересованы в ее развитии, допиливании и дальнейшем исправлении. Да и плюс ко всему, в то время они были заняты работой над GTA 5, и там как раз они и хотели закрыть все дыры и начать все с чистого листа, и у них это получилось. К слову, даже сейчас, несмотря на отсутствие сетевой игры в Complete Edition, в нее все равно можно поиграть, и на YouTube есть целый гайд о том, как это сделать, только конечно онлайн там будет, я думаю, нулевой. Наверняка вы могли слышать про такое понятие, как РП-режим, который стал безумно популярным в сампе и уже плотно прописался и в GTA 5. Народные умельцы в свое время смогли прикрутить онлайн-режим к San Andreas и другим играм 3D вселенной. Что мешало сделать это и с четверкой? Да в принципе ничего, кроме всего той же хреновой оптимизации и ряда других проблем, о которых я говорил ранее. Но РП-проекты на базе GTA 4 все же были и есть, и какое-то время им удавалось даже держаться на плаву. На данный момент мне удалось отыскать несколько более-менее крупных проектов по РП для четверки. Это Citizen 4 и Flashback Roleplay. Насколько они были активны и популярны, сейчас оценить сложно, но судя по старым видео, играть таким образом было возможно, и даже какие-то элементы РП составляющие реализовать на них получалось. К слову, клиент Citizen доступен и сейчас, но какая у него работоспособность, я не знаю, проверять не рискну. 32 игрока для РП на такой огромной карте, как Liberty City, выглядит как-то маловато, но это не вина фанатов, которые хотели вдохнуть новую жизнь в любимую игру. Это исключительно оплошность Rockstar. Liberty City очень большой и проработанный город, и такой режим, как РП с большим онлайном, мне кажется, пришелся бы по душе многим игрокам, как произошло с той же GTA 5 РП, судя по ее космическому онлайну. По итогу можно выделить основные моменты, из-за которых мы лишились нормального онлайн-режима в четверке. Сложность проекта, плохая оптимизация, невысокая популярность проекта и, вероятно, не то время для развития масштабного онлайн-проекта в мире GTA. Все, что вы услышали в этом видео, это исключительно моя точка зрения, основанная на моем игровом опыте. И если же вы не согласны с моими словами, то вперед в комментарии, мне будет интересно почитать. В который раз я хочу закончить видео о GTA 4 со словами о том, что эта игра заслуживала большего, но вышло немного иначе. Спасибо всем за просмотр, не забывайте подписаться на канал, если мой контент вам интересен. Спасибо вот этим ребятам с Boosty за их вклад в поддержку канала. Это очень важно и ценно в данное время. На этом у меня все, увидимся в новых видео, всем пока.